Друзья, всем привет и добро пожаловать на этот ролик. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о скорой помощи в Канаде, в каких обстоятельствах и когда вы можете обращаться в скорую помощь, когда вам лучше туда не звонить и не обращаться, сколько это будет стоить вам, потому как здесь это, к сожалению, платно. И немножко еще поговорим о системе, в принципе, кто приезжает первый на какого-то рода обстоятельства, происшествия и так далее. То есть обо всем этом сегодня с вами поговорю, поделюсь с вами информацией, и эта информация будет касаться непосредственно Британской Колумбии, то, где я нахожусь на данный момент, поэтому цены будут приведены непосредственно с Британской Колумбии. Так, поехали. Итак, начать я хотел бы с того, чтобы вообще немножко рассказать вам, кто приезжает, допустим, на вызовы, если вы вызываете 911. 911 вы вызываете в том случае, если вам плохо, если, допустим, на вас напали, если произошел какой-то пожар, вы всегда звоните 911. И 95% первые приезжают пожарники, то есть это пожарная помощь. Почему? Потому как у них есть более обширный автопарк, и они приезжают быстрее, чем скорая помощь. Потому как у них доезд от 3 до 5 минут, в принципе, в целом. Это еще зависит от того, почему они приезжают быстрее, потому что у них база находится непосредственно в районах, в каждом районе. А скорой помощи в основном они базируются в центре города, то есть там, где идут именно госпитали. Поэтому, чтобы доехать, у них требуется больше времени. Поэтому, если идет какое-то ЧП, приезжают первые пожарники, и они потом уже оказывают вам первую необходимую помощь, если она необходима. Затем уже приезжают медики, осматривают вас и принимают решение, забирать вас или нет, или просто оставить. Ну, если вам не нужна госпитализация. В среднем, вот, допустим, по Британской Колумбии примерно 10-13 минут доезжает скорая помощь. Может быть, при каких-то чрезвычайных ситуациях, не знаю, если сказать, что у вас там пулевое ранение, то, возможно, не приедет быстрее, но я не знаю. То есть, в основном, вот есть информация, статистика такая, говорит, 10-13 минут. Дальше. Дальше хотел бы еще поговорить непосредственно именно вот за скорую помощь, да. Если вам стало плохо или вашему ребенку стало плохо, что делать в такой ситуации? Если прям критическая ситуация, вы понимаете, что вот прям, ну, грозит это, ну, прям вообще плохими последствиями, да, то, естественно, лучше сразу же вызывать скорую помощь, хоть вам и придется за нее заплатить. Я дальше расскажу, сколько и почем, но хотя бы вы будете уверены, что вам окажут помощь. Если же, допустим, это что-то несерьезно, не знаю, вы вывихнули что-то, упали, поломали, то лучше всего ехать в emergency. То есть это такие клиники, это такие госпитали, куда вы приезжаете при каком-то чрезвычайном обстоятельстве. Допустим, чаще всего туда приезжают, когда, опять-таки, самостоятельно вы в сознании, вы можете туда прийти, либо вас могут туда привести, и там уже на месте вас будут сортировать, так сказать, по важности. Я не знаю, вот, допустим, если у кого-то будет голова пробита, он будет в сознании, то, естественно, его будут в очереди забирать первым, выдергивать. Если же вы можете терпеть боль, и вы можете сидеть, даже если у вас перелом, то вы будете сидеть и ждать в живой очереди. К сожалению, да, так устроено по-дурацки на самом деле. И я знаю случаи, что люди сидят с переломами и по 2, и по 3, и по 4 часа в очереди, и это тут считается нормально. Это, конечно, шокирующе звучит, как для меня, в принципе, да, и для всех украинцев, наверное, тот, кто из СНГ, в принципе, то, что вы должны с переломом сидеть и ждать. Это шок, но это таковы реалии. Конечно же, бывает, принимает быстрее. Опять-таки, это все зависит от возраста, от вашего, от критичности. Детей, естественно, стараются принимать быстрее, выдергивать из очереди, естественно. Это я говорю, что я читал такие случаи, есть такие случаи, что люди сидели с переломами по 3 часа в очереди, и бывало и больше. Есть очень много, на самом деле, информации. Кто-то и теряет сознание там в очереди, подходит там, не знаю, помогает им, опять приводит в чувство, опять заставляет сидеть в очереди. То есть, к сожалению, такая практика есть, и это печально. Вот, поэтому, если вы в сознании, и если вы можете терпеть боль, скажем так, они так это и называют. Если вы терпите боль, то вам нужно ехать в emergency, садиться в очередь и ждать, пока вас примут. Это покрывается, это бесплатно. Если у вас есть, опять-таки, страхование, МСП, так называемое для украинцев всех сделанное МСП, оно вам покроет. Второй момент, это более, скажем так, уже
крайний случай, когда вам необходимо вызвать скорую. Допустим, у вас нет автомобиля под рукой, либо у вас нет знакомых, либо у вас лично нет автомобиля, чтобы доехать до этой же emergency. Вам нужно вызывать скорую. Вызов скорой платный. У меня есть суммы, у меня есть список, сколько стоит вызов скорой, и когда вы со страховкой, то есть с MSP, я буду приводить страхование MSP, так как оно есть у меня, и так как у меня цифры как непосредственно с MSP. MSP дается всем украинцам, кто приехал сюда по QAED, по визе. Поэтому многие люди понимают, что это такое. Если вы не понимаете, то это просто страхование, которое нам полагается, потому как у нас есть вот эта вот рабочая виза, скажем так, виза QAED. Итак, смотрите. Итак, привожу примеры, когда у вас есть MSP. Если к вам приезжает скорая помощь, вам приехала, вас обсмотрела, и вам нужна госпитализация, то есть с вас берут $50 за вызов, за приезд. Вас приехали, осмотрели, не знаю, там давление померили, таблетки выписали, и с вами все окей, $50 вы должны заплатить по MSP-шке. Если же вас приезжают и забирают и везут, допустим, в больницу, то это стоит $80. Если же вы находитесь уже в госпитале, допустим, и вас перевозят с одного госпиталя в другой госпиталь, то вы ничего не платите, то есть $0 стоит перевозка, транспортировка вас из учреждения в другое учреждение. И начинается самое интересное, друзья, когда у вас нет этой страховки. И здесь самое страшное наступает. Итак, когда у вас нет страховки MSP, вызов скорой составляет $850 за вызов. И это кошмар, потому как я вам хочу сказать, что это просто тонна денег за то, чтобы вас приехали, осмотрели и выписали таблетки, либо вам померили давление. Это шок, и это просто огромные суммы денег. $850 вас приедут, вас осмотрят, и если вас не нужно госпитализировать, вы заплатите $850. Если же вас нужно будет госпитализировать, вы еще будете платить за каждый пройденный километр, который скорая помощь вас провезет. Итак, $11 за каждый километр вы заплатите скорой помощи, еще плюс к этим деньгам, плюс к этим $850. Это много? Это шок? Да, это шок. Мы движемся дальше. Если, я, кстати, видел уже здесь, когда случается авария на хайвей, и туда нужно срочно доставить, скажем так, сотрудников скорой помощи, я видел, что прилетает вертолет и забирает людей. То есть это должна быть острая необходимость в госпитализации. Опять-таки, я думаю, что это все на месте решают уже пожарные службы, потому как они приезжают на самом деле самые первые, потом приезжает в основном полиция, и потом уже приезжает скорая помощь. Я думаю, когда приезжает пожарная служба, они уже оказывают первую помощь. Если они видят, что человек без сознания, тогда госпитализация происходит при помощи воздушной транспортировки. Так вот, если вам такая не понадобится в вашей жизни, и у вас не будет страховой, и у вас не будет страховки, то вам придется за вызов заплатить $4400 только за то, чтобы он прилетел. Это включает в себя эта сумма 1 час перелета. То есть, я не знаю, как оно считается, с момента вылета, либо с момента, когда вас забрали уже непосредственно на вертолет, посадили или повезли, положили и полетели. Но сумма указана за 1 час. $4400. Плюс точно так же вы еще будете платить за каждый километр воздушного пролета. Это составляет, кстати, меньше, чем наземным транспортом. Составляет $7 за 1 километр. Вот такие вот цены, которые есть у меня на данный момент. Это вот выписка официальная с сайта, эти вот расценки. BC Ambulance Service платежи, fees. Вы их тоже точно так же можете найти, в принципе, на официальных сайтах.
непосредственно в тех провинциях, где вы живете. К сожалению, у меня нет суммы, если вас забирает вертолет, либо самолет, если у вас есть страховая, МСП, я имею в виду, сумма здесь не указана, указано только если у вас нет МСП. И если вот, ребята, подытожить, да, вот все эти суммы, то становится понятно, что без иншуры, без страховой выжить, в принципе, это невозможно здесь, потому как никаких денег, если даже вы работаете с семьей, там муж, жена, не хватит этих денег, если вы загремите где-нибудь в больницу без страховки. Потому как это, не забываем, это только за вызов. Я не говорю, не включаю в подробности, это уже если, не дай бог, там вам гипс будут делать или еще что-то. То есть это тысячи долларов. То есть гипс наложить, там двушка сразу, это просто минимум. Если у вас палец просто мизинец сломался, это, я думаю, 2-3 сразу не подходить. Но на счастье, на благо для всех украинцев, кто под КОЭД, есть эта страховка, и она действительно работает, она покрывает деньги. Я говорю так уверенно, потому как я не знаю, с какой удачей, но мы смогли найти доктора в Британской Колумбии. Поиск доктора составляет 1%, наверное, из 100, чтобы найти себе и заключить договор с доктором. Это очень и очень тяжело найти. И канадцы, кстати, говорят, когда вы находите семейного своего врача, семейного доктора, они говорят, есть такая поговорка, что вы встретились с единорогом. То есть вы нашли того самого единорога в Британской Колумбии, который, ну или в принципе в Канаде, какое-то мифическое, знаете, создание, и должно все пойти в лучшую сторону после нахождения этого человека, вашего семейного врача. И мы такого нашли. Если вам будет интересно, я также могу записать следующее видео, либо дальнейшее видео о том, расскажу, в принципе, как мы нашли и как вообще происходит встречи с доктором, кто платит, сколько платим за встречи, и вот все вот моменты смогу рассказать. Опять-таки, если вам будет интересно. Если не будет интересно, то, в принципе, и не буду записывать. Вот, и да, и хотел бы все-таки вернуться к этому всему, к МСП. Я знаю, что работает МСП, и то, что они действительно платят за мои визиты к доктору, платит моя страховая. Ко мне ничего не приходит, никакие чеки, ничего. То есть я прихожу, я записываю на визит, я могу хоть каждый день к доктору ходить, и МСП полностью покрывает мои визиты. Также мне кое-какие медикаменты выдает мой доктор, врач, тоже бесплатно. В заключение хотел бы, друзья, сказать, наверное, о том, что ни для кого не новость о том, что действительно в Канаде большие, огромные проблемы с медициной. Об этом и в новостях говорят, и политики об этом говорят, и люди говорят. Просто на самом деле большая такая черная дыра вообще с этой медициной. И ждать записи долго, и чтобы визита долго ждать, и чтобы вам помогли, в случае чего всегда нужно ждать. И это ужасно, это немножко, так знаете, пугает. Мы здесь прожили уже практически, 10-й месяц пошел, мы, слава богу, не обращались за чрезвычайной помощью, но когда читаю чаты, когда люди обращаются в emergency с какими-то большими такими, знаете, весомыми проблемами, когда у нас в Украине тебя бы просто забрала бы скорая, привезла бы в неотложку, и тебе бы там через 15-20 минут оказали бы уже помощь. Здесь нужно сидеть еще с такой непреодолимой болью просто в очереди, и ты сидишь там не один, с тобой тоже люди сидят, тоже покалеченные, побитые, переломанные, и вы просто сидите все в одной очереди, и люди проходят сквозь вас, знаете, как будто вас не видят, и все ждут очереди. Это ужасно, это пугает. Но второй факт, я хотел бы сказать о том, что система сломлена, она плоха, но тем не менее она существует, она продолжает работать, и она продолжает оказывать помощь, не высасывая из вас тонны денег. И особенно это касается людей, допустим, которые планируют переехать в Канаду. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то я бы на вашем месте пробил бы ситуацию, покрывает ли вот это insurance, MSP, конкретно ваши случаи, чтобы в случае чего вы смогли надеяться на то, что вы не будете платить из своего кармана за госпитализацию, за, не дай бог, какую-то операцию. И
чтобы страховая покрыла вам все вот эти вот ваши полячки, скажем так. Это очень важно. И, как я вижу, эта система работает, она оплачивает эти все счета, что прекрасно на самом деле, но система работает очень и очень медленно. Спасибо вам большое за то, что смотрели это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если у вас есть больше информации на эту тему, если у вас есть какие-то живые примеры, когда кто-то сталкивался, когда кто-то здесь болел, не дай бог, или происходили какие-то у вас чрезвычайной ситуации, и у вас есть чем поделиться, пишите в комментариях, дайте знать другим людям, которые еще собираются только приехать, либо у кого-то есть аллергия. Это очень, кстати, сейчас распространено в Британской Колумбии, очень много людей начались аллергии. И дайте, в общем, свой фидбэк, поделитесь вашей историей, поделитесь вашими моментами. Дайте другим людям узнать немножко больше. И тем людям, которые еще не приехали, либо только лишь планируют приехать в Канаду, не только в Британскую Колумбию. Спасибо вам большое за просмотр. Всем удачи и берегите себя. Пока.